Всем известная финальная сцена в Козле. Мы видим солнце, хвост скорпиона, три пирамиды, лодку и голову Анубиса на ней. Те, кто смотрел мою расшифровку Козла, помнят, что персонаж в образе Христа в одном из слоев шифровки сыграл роль небесного тела, кометы. Напомню, что раньше существовало такое созвездие, как корабль Арго. Сейчас оно разделено на части. Впереди этого созвездия находится созвездие Большой Пес. То есть, образно говоря, мы видим судно и собаку на его носу. Вот его изображение в Козле. То есть, лодка дает отсылку к созвездию корабль Арго, чтобы мы понимали, что речь идет о том, что этот персонаж, играющий роль небесного тела, плывет по звездному небу в небесном чертоге. То есть на самом деле это перемещение не по воде, а по небу. А собака на носу лодки специально изображена так, чтобы сделать отсылку к Анубису, богу смерти и стражу весов на суде Осириса в царстве мертвых. Как известно, он был проводником умерших в это царство. Его изображали с головой шакала или прямо в образе шакала. То есть отсылка к нему делается для того, чтобы было понятно, что это небесное тело несет с собой смерть. Мы возьмем звездную карту и максимально ее отдалим от себя. И что же мы увидим? Да то же самое, что и в последней сцене Козла. Солнце, хвост скорпиона, три пирамиды, это созвездие Октант, Южный треугольник и наугольник, корабль Арго и Большой Пес. То есть в этой сцене Козла, как и в других, показана часть звездного неба. Мы вернемся к этой части после небольшого отступления. 2 года я не мог решить загадку, изображенную на этой картинке. Очевидно, что перед нами календарь и изображение какого-то месяца. Какие из них я сюда только не подставлял. Но никак. Не было логической связи с цифрой 911 в пятницу. А ведь мне не раз и даже сегодня писали, что ноябрь – это 9 на латинском языке. Смотрите, он был 9-м месяцем в Древнем Риме. Так давайте смоделируем, что на картинке изображен ноябрь, но 9-м месяцем, как в Древнем Риме. Вот и стало все на свои места. Загадка разрешилась. Вверху, в открытую, указано, что это 9-й месяц. Надписью закрыли 24 и 25 октября, ведь 25 октября было солнечное затмение. Цифра 911 в пятницу, 11 числа, теперь имеет значение, так как показывает 11 число 9 месяца. А на 28 и 29 числе нарисована вспышка-взрыв. Теперь давайте вернемся к звездному небу, на то место, где в это же время будет находиться комета Леонард. В качестве географической точки наблюдения я выставил Гавайи. Вот картинка на 29 ноября. Солнце в созвездии Скорпион уходит за горизонт. А рядом с Солнцем комета Леонард. А вот картинка уже на 4 декабря, когда Солнце максимально сблизится с кометой для нашей точки наблюдения с Земли. Как вы видите, эта же ситуация изображена в последней сцене Козла, где уже после начала катастрофических событий из эпицентра взрыва кометы, совпадающего с положением Солнца, по направлению к Земле летят осколки метеоры. Слева мы видим уходящий за горизонт хвост созвездия Скорпион, а справа часть созвездия Змееносец. В общем, вы видите, что существует отрезок времени, за которым есть основания пристально наблюдать.